Привет, любители и профессионалы! Сегодня у нас короткий ролик, мы будем делать вторую часть к этому кондуктору. Напомню, что кондуктор универсальный, на нем я уже гнул 15-ю на ребро, 15-ю плашмя, 20-ю на ребро плашмя и 22-ю круглую трубу. Заодно сделаем обзор моего станка для холодной ковки. Я расскажу плюсы и минусы горизонтального расположения улитки. Смотрим, не переключаемся, будет очень интересно. Изготовление первой части этого кондуктора, в прошлом ролике заняло у нас где-то 10 минут. Окончание получилось очень симпатичное. Сделать вторую часть будет еще проще, нам не надо будет вообще ничего вымерять. Мы просто возьмем кусок 4-й полосы и приварим к основанию. Так, ребята, ролик о том, как добиться такого окончания трубы без прогонки ее через сложные станки. В общем, а с помощью простого приспособления он уже на подходе. Подождите немного. Так, немного я вам соврал, ребята. Полосы 4 на 40 у меня не оказалось, поэтому воспользовался я полосой 25 на 4. Отрезал я ее с запасом 130 сантиметров. Лишнее всегда можно удалить. Особенно в начале, там где у нас получается несогнутый конец. В общем, дальше на вилке гнем, примеряя к первому кондуктору. Нам надо получить вот этот начальный завиток одинаковый, чтобы наша заготовка легко ложилась. Гнем с запасом, даже может перегибая, потому что потом лучше распрямить, тогда получится меньше заломов. Да и регулировать расстояние в нашей спирали так гораздо легче. И еще работу на вилке, в принципе, умение работать на вилке никто не отменял. Все примеряем, лишнее отрезаем, потом положим заготовку и этот конец тоже обрежем. Находим какой-нибудь подходящий кусок железа. У меня это лист тройки от чего-то остался. Нет у вас под рукой тройки, возьмите 2,5, даже 2 мм. Никуда ваш кондуктор не выгнет. В общем, еще раз примеряем, все аккуратно прикладываем и привариваем с внутренней стороны. Так, чтобы сварка не мешала ложиться нашей заготовке. Особо не чистим, чтобы не увело никуда лист. Не знаю, что тут еще рассказывать. В принципе, специально хотелось показать весь процесс, чтобы не разрезать, не склеивать. Чтобы было понятно, насколько это быстро. То есть не какие-то часы, это буквально минуты. Заготовку примерили, лишнее отрезали. Так. Дальше у нас еще остался кусок материала, тоже не участвующий, так сказать, в процессе. Поэтому мы его отрезаем и привариваем там, где его нету. Бережно и аккуратно. Круг на маленькую болгарку я всегда откручиваю и закручиваю от руки. В принципе, экономлю время, ну и мне так удобней. В общем, так, кусок встал на свое место. Еще раз контролируем нашу спираль. Там получается где-то на 10 сантиметров вот этой полосы расхождение в плюс где-то пару миллиметров. То есть каждые следующие 10 сантиметров на пару миллиметров у вас должно быть расстояние больше. Этого вполне достаточно, потому что пружинит еще и сама труба. То есть точного повторения у вас не будет. Но вот эта гармония, так сказать, сохранится. Все. На этом кондуктор практически готов. Решил я еще для красоты вот этот недостающий угол тоже вставить. Тоже из тройки. Квадратик просто запихнул. Хотя и без него он вполне бы функционировал. Но уже делать так делать. Тем более, что на камеру. Так, лист сохранился в плоскости. Никуда его не увело особо. Даже если увело, то нам это абсолютно по барабану. Ну что, заготовка наша встает. А чтобы уже совсем сделать симпатично, я еще нашел кусок трубы и вварил его на место. Все, теперь надо удалить лишнее. Делаем это болгаркой. Тут вообще рассказывать ничего не надо. Защищаем руки и глаза. Так, правильно позиционируем кондуктор на столе. Для этого середина кондуктора, она у нас считается в середине трубы, должна находиться посреди рабочего стола. Дальше отмечаем точки, где будет просверлено отверстие. Главное, чтобы они не попали у нас на полосу. Просверливаем, вставляем в штифты и обвариваем. Так, первый пробный запуск показал, что все нормально, вроде бы до середины кондуктора, а дальше получается залом. И очень сильный. В общем, я немного присел на попу.
Бля, думаю, что ж это делать теперь? Кондуктор выкидывать, что ли? Что показывать? Залом большой. Решил я это исправить путем подведения этого ролика как можно ближе в месте залома. Но делу это не помогло. Залом остался на том же месте. Блин, тогда я решил воспользоваться 15-й трубой. Ну, думаю, ладно, 20-я не подфартила. Но 15-й-то по-любому никогда заломов нету. Ну, и она в том же месте заломалась. А ларчик просто открывался. В общем, я торопился, был невнимателен и просто плохо зачистил кондуктор. Там остался выступ 1 мм, даже меньше. И он портил мне всю картину. А точнее, 3 заготовки. В общем, дальше идет непереводимая игра слов. Все это я быстренько зачистил. Но и теперь уже в предвкушении последняя попытка. И, как вы думаете, что? Конечно, все получилось. А то я уже думал, рассказываю, как все легко и просто, а сам не могу замять какую-то 20-ю трубу. Тем более плашмя. Немного уводит кондуктор нашу трубу, но я думаю, что там надо контролировать просто вручную это дело. Заломы на заготовке минимальные, а настроение максимально приподнятое. Так, ребят, сейчас быстро пробежимся по моему станку. Значит, настроение у нас хорошее, все у нас получилось. Так, у нас поле 530 на 530. Не помню, где я нашел этот кусок металлолома, и вот мой кривой рез болгаркой, блин, в течение получаса я тут пилил. Толщина у него 8. Еще я тут сделал усилители, столб обыкновенный, не крашеный, какие-то распорки, все вбито, блядь, в землю и забыто. Значит, зря приваривал эти усилители, потому что его немного повело в плоскости. Здесь какой-то большой подшипник, мне казалось, чем больше, тем лучше. Естественно, у него есть люфт. И это даже очень хорошо. Потом я объясню, насколько, почему. Нагрузка, я думал, большая. Тут все, что можно, усиливал. Нет, нагрузка идет в основном вот на эту штуку. Так, крепление было по-другому сделано. То есть труба выходила сюда и здесь уже крепилась. Чем плохо? Тем, что когда мы подводим, допустим, вот так, мы сделать не могли. Труба нам мешала. Соответственно, докручивание мы меньше докручивали и больше оставался вот этот прямой отрезок. Здесь тоже какая-то толстостенная труба, гайка, болт, обрезанный болт, кусок арматуры. Все фиксируется. И все. Значит, основной минус горизонтального расположения улитки — это то, что с длинными заготовками вам просто неудобно будет работать. Надо будет одной рукой держать, второй крутить, а третьей нету. Поэтому, как 3-метровые заготовки, а это, ну, мегалекало, допустим, когда ширина у него будет уже под 80. Оно у меня такое есть, поэтому и вот эта часть вынесена дальше от стола. То есть от центра стола она у меня вынесена на 45 сантиметров. То есть здесь еще может, смотрите, ну и так вот притык тут, зазор. Так, и 3-метровые вещи, ну, в общем, неудобно. 2,40 я еще гну, потом упирается у меня в молот, потом в стенку, потом, блин, тут надо все убирать. В общем, 2,40 я могу согнуть. Так, ребят, теперь о плюсах. Допустим, в покупных станках этот ролик фиксированный, да, он перемещается, но если вы ставите большое лекало какое-то, то, соответственно, если тут я могу завести ролик сюда, ставить, и вот у нас вот такой длины должна быть заготовка, то есть я могу его обработать. Если же у вас ролик зафиксирован, как на покупных станках, ну, представьте, что он вот так зафиксирован, только крутится наоборот это лекало. Все. С этой заготовку, вот эту часть вы просто выкидываете. Здесь же вы можете его заводить, подводить. Вот так. Ребят, с удовольствием бы опять поспорил о механизации процесса, о покупных станках, но нет у меня времени и желания. Если я захочу себе станок, то я его сделаю. У меня валяется этот редуктор, еще где-то там один.
Понимаю, что у станков есть свои проблемы, допустим, с тормозом. Не всегда они останавливаются в одном положении. Не успел убрать ногу и чуть-чуть перегнул, а трубу вернуть в исходную очень трудно. То есть получится или догибать остальные. В общем, попадать в размер у них трудно. Это на ручном станке я могу просто приложить какое-то усилие, буквально там вот так подергать, и он на миллиметр подвинется, и я вставлю его. Если мне надо там конкретно какой-то размер, то есть я его могу подогнать. Если кому-то будет что-то непонятно, но вот это все можно будет увидеть в видео, то есть по вашей невнимательности, или вы там посмотрели частями прыгая, я не буду отвечать на ваш комментарий, наверное, просто поставлю восклицательный знак. То есть специально для невнимательных. Пересмотрите еще раз. Блин, хотя как вы поймете, если вы и это не посмотрите. Так, ребята, хоть не с первого раза, но с 20-й профильной трубой мы разобрались. Там все-таки виновата моя спешка. Вот такой завиток у нас получился. Начало окончания вообще хорошо вышло. В принципе, не так, как в некоторых кондукторах и с прямым началом. С 20-й профильной трубой тут все понятно. Это в основном силовые какие-то элементы. А 15-я труба, вот он наш залом. В принципе, с 10-15 метров немногие смогут отличить ее от 14-го полнотелого квадрата. Поэтому пользуемся. Сейчас небольшая минутка эстетического наслаждения. В общем, когда вы даже собираете узор, пусть он из холодной ковки, он может быть вполне симпатичен. Ну, правда, если бюджет позволяет. Штамповка вам в помощь. Все можно сделать красиво, качественно и недорого. Ну а я, ребята, показал вам, как сделать вот такой кондуктор. Получился он универсальный. Можно на нем делать валюты разного размера. Себестоимость его копеечная. По идее, можно было бы его сейчас покрасить темной краской, повесить себе за спину. Ну и потихоньку начинать барыжить в Ютубе и ВКонтакте. Но делать я этого не буду, поэтому пока я окончательно не зажрался, не получил свою кнопку и замечаю еще неудобные мне вопросы, стараюсь на них отвечать, пишем мне комментарии. Всем отвечу, кому надо, обосную. Будьте внимательны к своему здоровью. Не хочется начинать следующий выпуск со слов «Привет всем, кто выжил». Побольше ответственности. Берегите себя. Всем удачи. Прорвемся.